Всем привет! Вы в настоящем моменте, и сегодня посмотрим район БКЗ. Давно я не был возле Дома культуры на БКЗ. Ну что я вам скажу, в принципе здесь еще ничего не сделали. Все как было разрушено. Даже крыша, я вижу, тоже до сих пор ее нету. Тут есть очень пострадавшие дома. Например, вот эта двухэтажка. Видите, вся разрушена. Вряд ли ее станут восстанавливать уже. А вот люди у себя дома потихоньку что-то там колопуцают. Уже осень, уже надо готовиться к холодам. Сегодня 17 октября. А до сих пор еще у многих окна вообще не вставлены. Дыры в стенах не заделаны. И там сгоревшие квартиры наверху. Сейчас против солнца, я сейчас с другой стороны зайду. Здесь на первом этаже был магазин. По-моему, лоток здесь был. Ну, в разное время разные магазины. Сейчас, видите, это все так и осталось разбитое. Вот надпись интересная: смерть мародерам. Забаррикадировали вход, чтобы мародеры не заходили вовнутрь и не воровали. Там, возможно, остались какие-то вещи более-менее ценные, там холодильники какие-то, не знаю, что такое. А может, ничего и нету, просто написали. Видите, понемножку в куче сбрасывают это, потом будут вывозить. Это парк Дубки на той стороне дороги. Здесь оживленное движение. Сегодня понедельник, и люди едут на работу. Ну, кто куда, по делам. А мой путь лежит сюда, через этот райончик, вглубь Ирпеня, ближе к железной дороге. Этот район с пятиэтажками, он был построен в советские времена, в хрущевские, по всей видимости. И здесь все так и выглядит по-советскому очень. Ну, кроме того, что теперь добавилась еще вот такая картина обгоревших домов. Ну, и со временем, конечно, здесь, видите, и брусчаточку положили. Райончик приобретал достаточно красивый вид. А, кстати, вот эта вот крыша из-за забора выглядывает, это крыша гостиницы. Ну, вот такой райончик, по-видимому, есть почти в каждом городе бывшего Советского Союза. С такими вот пятиэтажками, с большими деревьями. Здесь тоже следы прилетов. В подъезде все стекла побиты. Он прям, по-моему, в подъезде попало, а в крышу вот эту вот. Видите? Вот сюда прилет был. А так посмотрите, какая сегодня погода. Какое солнышко. Деревья желтеют. Осень такая. Ну, достаточно тепло. Вон люди наверху монтируют крышу. Видимо, тоже была повреждена. И все бы было хорошо, если бы уже закончилась война. Как достали эти дроны, сегодня летали целое утро по Украине. Представьте, какой уютный райончик здесь. И это не окраинный райончик. Отсюда до центра пешком 10 минут. Он находится рядом с улицей Соборной, которая центральная улица у нас. Цветочки такие на клумбах повыращивали местные жители.
Я сегодня на велике, видите, в руках веду велик. Просто для того, чтобы походить пешком, посмотреть. Ну, вот такие картины у нас везде. Вот стоит какая-нибудь машина. Была припаркована, ее побило осколками. Стекла повыбивало. Вот она теперь дожидается своего хозяина. Или хозяин просто нету денег для того, чтобы его остановить. Может, уже и хозяина нету. Короче, такие истории здесь. Неизвестно, что было. Это похоже на музей войны. Идешь здесь и повсюду какие-то разрушения. Сейчас посмотрим на эту двухэтажку с той стороны. Вот так печально разрушенная двухэтажка еще сталинских времен. Сейчас такое еще освещение прямо сюда, солнце светит. Выглядит как будто, не знаю, декорация какая-то. А на самом деле был жилой дом недавно. Внутри у этого дома все было деревянное, все перекрытия деревянные. Поэтому тут выгорело напрочь все. А вот, правда, часть перекрытия была бетонная, она сохранилась, тут где парадная, где подъезд. А между, между квартирами все перекрытия были деревянными, и потолки тут были высокими очень, по 3 метра, наверное, с лишним. Вот такая сейчас картина здесь. Ну, скорее всего, этот дом уже не будут восстанавливать. Хотя я точно не знаю, честно говоря. А вдруг? Может быть, решат, что стены еще достаточно прочные, и возьмут и восстановят, достроят. У нас в центре Киева вот подобные дома реконструировали. Ну, они обычно были памятниками культуры. А вот тут, смотрите, тут еще и лестница бетонная была, и она устояла. А так в соседнем доме, таком же точно, я заходил когда-то, там была лестница деревянная. Такая вот теперь здесь ситуация. Кирпичи повсюду валяются, какие-то стекла. Тихо. Сегодня утром дроны летали. Ну, не над Ирпенем, а в Киеве, в Одессе. 26 дронов сбили над Украиной сегодня. Этих иранских шахидов. 4 из них куда-то ударили в Киеве. 1 в жилой дом в Киеве попал. Такая информация у нас сегодня. Ну вот это развалины, а рядом такая вот осенняя улица. Тихая, машины стоят, кстати, не знаю, вот возле этого дома прям припаркованы. Дом не жилой, а машины стоят. А вот рядом такая же двухэтажка, но в ней, она не сгорела, она целая. В ней вот стекла побитые на первом этаже. Вот уцелевший дом, аналогичный тому, что я вам показывал только что. Ну и можно зайти даже в подъезд, посмотреть, как там внутри. Тут, кстати, сквозные подъезды, можно проходить на ту сторону, выходить прямо во двор. Вот когда-то я заходил сюда, снимал тут видео. Видите, деревянный пол. А лестница, действительно, лестница бетонная. И перекрытие над лестницей бетонное, да, здесь по одному плану. Вот такие прикольные здесь старые подъезды. Высокий потолок, покрашено все это, истинно советская картина. Здесь ничего не изменилось. Здрасте. Здравствуйте. Это такой пятачок, где люди на этом районе собираются кофейку попить. Здесь детский садик. Дальше там у нас
Газовая контора есть. А, здесь даже бювет с водой. Небольшой парк с детской площадкой. Красиво. Солнце светит на желтые деревья. Дорожки. Садик разноцветный вдалеке. О, здесь подкармливают собак. Коты. Здесь все как-то по-домашнему, уютно так. Уезжать не хочется. Старые дубы и двухэтажки в дубах. Но я вот вырос в похожем районе, поэтому мне это как родные места. Да, кстати, садик садиком, а посмотрите, в нем-то крыша сгоревшая, и ее до сих пор не сделали. Сейчас я забрел в такой тупиковый райончик, а позади садика я обнаружил здесь в ряд стоящих 3 машины сгоревших. Они уже плющом обросли, бурьяном. Вот так вот себе стоят тихо. Чьи-то были машины припаркованы. Люди надеялись, что здесь в тупике их, в принципе, никто не угонит, наверное. А вышло так, что они здесь остались навсегда. Посмотрите, какое странное место. Куда это я забрел? Дверь приоткрыта. Может, тут кто-то и живет. Это рядом с промзоной. Вот жилой дом, пятиэтажка. Вот какой-то поврежденный ангар сгоревший. По-моему, здесь было раньше СТО. Ну да, вот. Был ангар. Склады, СТО и всякое такое. А здесь построили модульный городок. Там внутри. Даже интересно зайти посмотреть. Ой, а это здание сгорело. Слушайте, никогда раньше не заходил сюда. Это была зона закрытая забором, принадлежащая МВД, по-моему. А здесь такая водокачка, водонапорная башня, старинная. Парк. Люди ходят там. Явно люди живут. Сейчас подойду ближе, сниму. Так вот здесь написано, какие правила в этом модульном городке нужно соблюдать. И дальше что я вижу? Вижу большие палатки. Ух ты, смотрите, как листья падают. Красотища. С деревьев, с кленом на эту аллею. Это какой-то старый корпус. Я тут никогда раньше не был, не знаю, что это больница какая-то. Или, возможно, здесь сейчас расселяют как раз вот людей, которые потеряли свое жилье. Возможно, так. Так, ну да, это главный корпус получается. Вот написано, потом корпус А, зона отдыха есть, детская площадка, велопаркинг и наметовое местечко. То есть городок из палаток, палаточный городок. Ну их тут всего 2 таких больших. Остальные все эти зоны, они из старых зданий, которые здесь были. А, вон еще прям сами модули стоят. Вот что интересно. Давайте посмотрим. И там, я вижу, строят еще модули. Это магазинчик, наверное, здесь местный. Вот, посмотрите. Модульный городок. Написано «Польська допомога». Дети на площадках. Мы когда-то уже заходили в такой модульный городок. Там внутри комнатки небольшие, по 2 кровати в комнатке. Вот посмотрите, так все устроили для людей. Корпус В. Человек подметает, работают соцработники. Это все в лесу, в такой зоне парковой, можно сказать. Уютно тут, не то что в школе в Буче. Посмотрите, как красиво.
Конечно, тесновато в этих домиках, и звукоизоляция очень плохая. Я заходил, сейчас не буду заходить, потому что люди уже там живут, а мы заходили, когда людей еще не было. В Буче мы смотрели возле школы. Ну, видите, как все устроено. Я не знал, это от глаз скрыто немножко. Так вот, детскую площадку оборудовали. Я, кстати, вот к этому забору серому, бетонному, там вдалеке подходил с той стороны. Там я вот вам показывал, сгоревшие машины как раз 3 стоят за этим забором серым. И вот здесь он находится, этот модульный городок. Сейчас посмотрим, здесь расчищают еще площадку под новые домики. Вот видите, целая площадка будет еще таких домиков. Им делают фундамент. Ну, сначала, я вижу, выравнивают площадь, а потом выставляют такие плиты, на которые просто ставят эти модули, собирают вместе. Прикольно. Здесь будет еще большой модульный городок. Техника работает, видите. Фуры сюда вот сейчас как раз поднимают краном один из модулей, куда-то его грузят. Возможно, там двухэтажные еще будут модули. Возможно, в палатках тоже люди живут, сушится чье-то белье, вещи чьи-то сушатся. Но в палатках вообще, наверное, жить холодно. А вот есть стоянки для машин. И здесь еще есть какой-то старый памятник мишкам. Ну вот видите, друзья, как неожиданно ехал через район БКЗ и обнаружил здесь модульный городок, который уже частично сделан, а частично еще вот делается. Здесь будет очень большой городок модульный. Он вплотную примыкает к промзоне, но здесь промышленная зона какая? Она не такая, что здесь какие-то вредные отходы или производство. Здесь склады в основном были раньше. Сейчас вообще часть помещений вот в таком состоянии, вообще ничего нет. Видите, с этим домом, что он без крыши. Все, друзья, на этом видео заканчиваю. Всем мира. Надеюсь, скоро у всех этих людей появится свое жилье и закончится война, что главное.